устали от шума. Барселона – это не только Гауди. Море, солнце, пляжи. Барселона – это также красота улиц, линий, декора, разнообразие районов. И сегодня я приглашаю вас со мной на арт-прогулку. Я беру с собой скетчбук и собираюсь порисовать. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. И погнали! Прогулка по Грасии начинается с Каса Фустер, руки знаменитейшего архитектора Луиса Доминика и Монтанера. И дальше мы поднимаемся выше по Грасии, потому что именно ее я выбрала сегодня для прогулки. Сейчас я буду гулять и спонтанно выбирать себе места для рисования. И первое же место, которое мне понравилось, это фрагмент дома рядом с Каса Фустер. Для рисования на улице я взяла с собой небольшие скетчбуки на выбор, чтобы можно было выбрать. Скетчбуки должны быть не очень большого формата и легкие, чтобы вам было удобно это носить, и всегда в любой момент вы могли присесть и порисовать. Здесь у меня достаточно плотная бумага. Я рисую без карандаша, потому что, в принципе, я уже очень хорошо знакома с законной перспективой, и так получаются более живые рисунки. Я нанесла рисунок тонким лайнером и выбрала несколько маркеров. Не обязательно с собой тащить большую палитру. Можно выбрать несколько цветов, основных цветов. Как правило, это цвета неба, зелени и цвета зданий. Для красоты можно было взять с собой белую ручку, но это не обязательно для создания эффекта. В принципе, белым цветом служит сама бумага. И после того, как я нанесла рисунок, начала раскрашивать свою работу. То есть в результате получился такой достаточно объемный рисунок, и я порисовала с удовольствием. Посмотрите, как изменился район, когда мы ушли с шумной улицы. Таким он и был практически до конца 19 столетия. Тихим, спокойным пригородом. Здесь жили ремесленники, кузнецы, гончары, мелкие промышленники. В это время район, теперь это ныне район Барселоны, тогда был самостоятельным пригородом. Позже сюда стали селиться представители буржуазии, средний класс, потому что они устали от шума, грязи, антисанитарии, центральной части города готики, потому что район готика и Раваль тогда были как раз ядром самой Барселоны. Сейчас это богемный район, потому что здесь живут очень много архитекторов, художников, артистов, и сейчас он является богемной частью города. Здесь проходят интересные концерты, фестивали. И в состав города Грасия вошла в 1897 году. Первый рисунок был выполнен обычными спиртовыми маркерами фирмы Копик. Это самые лучшие маркеры, они очень качественные, их можно заправлять до 7 раз. Для второго рисунка я выбрала водяные маркеры Tombow. Тоже очень хорошая, классная марка. Но для того, чтобы рисовать акварельно, мне понадобился скетчбук с текстурой. То есть не просто с гладкой бумагой, а такая чуть более плотная бумага и с гранулами, как если бы я рисовал на акварельной бумаге. С собой у меня, кроме маркеров, всегда есть еще кисточка с таким танкером, где находится вода, чтобы не носить с собой воду отдельно, да, баночку с водой. И всегда можно эти маркеры после нанесения рисунка маркерами можно немножко разбавить водой, получается акварельный эффект. Здесь вообще мне тоже не понадобился карандаш, здесь рисунок более живой. И если первый я делала подольше, то на этот рисунок у меня ушло всего 7 минут времени. Я нанесла
рисунок прям сразу маркером, вписала сюда людей, потому что когда есть люди, получается более живой, живописный рисунок. И когда я закончила, прошлась кисточкой, чтобы было видно, что рисунок акварельный. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Надеюсь, вам понравился этот формат видео. И напишите, пожалуйста, хотели бы вы полное видео по кварталу Грассия. Пока-пока, до новых встреч!